Слава роду вашему, меня зовут Никола Соболев, и, как вы уже знаете, вчера прошел день Ивана Купалы, а значит, нам презентовали новую букву, наконец-то. Кирилл и Мефодий появились в своих традиционных косоворотках. Гоиси, люд добрый. Здравы будьте. Кирилл. И Мефодий. Ну и, как всегда, они начали с подведения итогов прошлого года. В прошлый раз мы презентовали 3 новые буквы. Г, Д, Е. И буква «Д» стала самой часто используемой буквой прошлого года. Друг, дом, дневник. Эти слова быстро вошли в наш обиход. Вы пользуетесь буквой «Д»? И вот потом и началось самое интересное. Они перешли к презентации новой буквы. Сегодня мы хотим показать вам нечто новое и ультрасовременное. Аналогов этой букве нет ни в одном конкурирующем алфавите мира. И эта буква... Йо! Да, вы не поверите, но это буква Ё. Они просто взяли букву Е и просто прибавили к ней 2 точки. Они пытаются нам выдать это как что-то новое, что-то революционное. Фу! Конечно, у Кирилла и Мефодия нашлась куча аргументов, почему эта буква самая великолепная, почему она уникальная. Благодаря букве Ё на Новый год у вас дома будет стоять не ель, а елка. Та колючая крыса, которая бегает у вас в огороде, теперь будет называться ёжик. Буква Ё будет доступна в 2 вариантах. Одна большая заглавная. И бюджетная прописная маленькая. Они еще долго-долго приводили примеры, как эту букву можно использовать. Ёрзать. Ёмкий. Ёк-макарёк. Теперь появится новый цвет. Он будет называться желтый. Скажи, как тебя зовут? Маша. Теперь ты будешь Лёша. Еще они рассказали про обновление буквы «Д». Вы помните прошлогоднюю букву «Д»? А вот вам и обновление. Прописная. Я не знаю, как кажется вам, но лично, по моему мнению, Кирилл и Мефодий в этом году не придумали вообще ничего нового. И думают, что люди этого просто не заметят. Если выражаться их языком, они просто ерничают над нами. Может быть, в следующем году нас ждет что-то новое, но, знаете, я вообще не удивлюсь, если Кирилл и Мефодий просто возьмут, например, букву «И» и добавят к ней запятую. Вот так это будет выглядеть. И, конечно, они придумают этой букве какое-то название. Слов нет, знаете. Целый год ждать. Ёбаный рот. Ладно, ребят, всем спасибо. С вами был Никола Соболев или, может быть, Николай Соболев. До скорых новых встреч. Ну что, мы снова с вами сегодня. И Текила молодец, вытащил этот выпуск своим, сука, отсутствием. Какой же он красавчик. Ни хрена. В этот раз я с вами, и я вас потоплю, ребят. Присаживайся. Как дела, ребят? Саню все знают? Барабаны. Бам-барабам-бам-бам. Это не худшее, что у меня было, Эдик. С тобой фит самый ад вообще. Чуть не уничтожил меня. В итоге, видос хорошо зашел? Да я его аж закрыл под замок. Очканул. А так бы могли бы еще, может быть, Тимати побить по дизлайкам. Не, вряд ли. Там тяжело побить. Там нереально. Там слишком мощный рекорд. А давай сделаем что-нибудь просто хуевейшее вообще. Пацаны, вы и так это делаете. Я в этом разбираюсь. Давай сделаем. Вы знаете тему сегодняшнего выпуска у нас? Вы знаете, Кто вам сливает инсайды? Вы знаете, кого мы пригласили еще? Мы на фоне их старики пердуны. просто. То есть Старики. я сегодня себя чувствую, не знаю, Мартиросяном. Ты Харламов, Воля. Да что Ну, ты самого Галыгин. крутого взял? Самого умного взял. Галыгин, да, Галыгин, подходит. Вот мы такие на их фоне, то есть мы вообще не врубаемся, что они делают. Нет, Ну ну ладно, вы- Саня врубается более-менее, он их даже знает, следит за Я ними. за компанию пришел с Мбаппе маленьким. Да, поэтому мы его позвали, чтобы он нам помог сориентироваться. Наша задача сейчас вас с ними познакомить. Это новое поколение, они все миллионеры уже, им по 12, 11, 15 лет. Просто сейчас у вас у всех слюньки завистливо потекли. Вот, давайте узнаем, кто это. Конечно. Давайте познакомимся с ребятами.
Ну что ж, ребятки, укутывайтесь в теплые пледики, наливайте себе горячий шоколад и подсаживайтесь ближе к экрану. Ведь сейчас вы увидите милых, добрых детишек. А так как у Хача в гостях дети, то весь мат будет запикан. Запикивать его буду лично я. Так, кнопка у меня в руках, давайте попробуем. Хуй! Ой, не попал, блядь! Черт, опять! Ладно, со временем научусь. В общем, сегодня у Хача в гостях дети, которые зарабатывают ну просто до О, получилось! Попал. Заебись. Да блин! Короче, давайте знакомиться. Олег, 19 лет, со своей девушкой инстасамка Даша. Лиза Анохина и Тамерлан Валиев. Это цитатник идет, да? Цитатник. Ян Гордиенко и Стив Принц. Сейчас они уже не поместятся. Поместится. Мбаппе где? А можешь сесть вот между теми? Подожди, давай сдвинем Да, это чуть-чуть. кресло. Ромео, 15 лет, Мбаппе. Давай наоборот, садись сюда. Здорово, красавчик. Жак Энтони, малфака. Садись сюда. Садись сюда. Сейчас я себя чувствую как человек, который первый раз вообще YouTube открыл. Я, честно говоря, кроме Янгоу никого не знаю. Саш, ты раз пришел, вводи в курс дела. Кто есть кто? Так, ну смотри. И у кого сколько подписчиков, я тебе Давай помогу. так, я начну вот с Мбаппе. Ему 15 лет, он снимает со своими кентами Жека, Хул, вот они тоже здесь. Что вы 2,5 миллиона. Мы челленджи снимаем футбольные. О, Маугли! Погоди, сейчас узнаю, как тебя зовут. Здорово, пацаны, меня зовут Ромео. Ромео? Да ладно. Хотя, че я так удивляюсь? Давай-ка он явно не похож. Зато офигеть, как он похож на этого, как его? Да какой Мбаппе? Ну на этого, который пел «Шоколадный заяц». Ромео хорошо играет в футбол, поэтому в будущем его можно будет увидеть где-нибудь в кальянной или в бутырке. Это, как говорится, как карта ляжет. Или по чьей голове прилетит стул. Еще потратим эти бабки. Из уст этого пиздюка не совсем понятно, что такое бабки, деньги или люди. Но на самом деле в свои 15 он зарабатывает столько, что на шторы в школе может скинуться сам. Интересно, а Хач будет устраивать детские бои, а? Это ж какая будет весовая категория, а? Килограммов 10. Да, на этих супертяжей я бы посмотрел. В общем, ладно, сейчас он о себе сам все расскажет. Сколько у тебя просмотров набирает каждый ролик? Примерно, в среднем? По миллиону минимум. По миллиону минимум. Ты сам зарабатываешь себе на жизнь? Да. А сколько зарабатываешь, можешь сказать примерно? Ну, и От миллиона. Давай так, ты скажешь число, я скажу. Давай, от миллиона. Чистыми Да. на карман. Да, больше? Да. А Да ну, ладно, не подожди, стесняйся, он меня в ЦУМ один раз позвал, говорит, Бери, что хочешь. что выбираешь, Саня, я тебе дарю. А на что ты их тратишь? Чувак, ну я даже не знаю, ну, похавать, там, такси, шмотки. А у тебя своя машина есть? Не. Не он с водителем на Майбах, какой им, 15 лет. Красава. Ну, это, между прочим, новое поколение, чтобы вы понимали. Я думаю, вы их вряд ли знаете, да? Вот кто знал вообще МБП? Да Ну, ты немного, что, нормально немного. своячков, тут удрос, кто смотрит, да? Братан, чтоб ты понимал, Ты уже... хоть раз смотрел его выпуски? Нет, я не знаю, кто это. Я думал, это сын Жака, я не знаю. Реально? Ты понимаешь, что ты реально старик уже? Я не Тебе старик. 24 Амиран, года, ты я не в тебе теме. сейчас, я всем объясню, Давай. в чем разница Ну. между ними и нами. Во-первых, первое. У них есть Инстаграм. Для начала. В чем разница? Они, понимаешь, Так. то, что мы снимаем, еще у них как бы нос как бы не дорос до этого. Это другое поколение, они не будут снимать то, что мы снимаем. Они вообще другой, по-другому мыслят, и другой контент у них. Один удар для интриги Мбаппе. Это самый важный удар на этом канале. Ребята, мы идем стричься. Он выбрал прическу. Как, бро, называется? Кабриолет, там вот это сбривается, а вот это оставляется. Они уже снимают на лучшем уровне, не просто там вышли во двор попинать То, что у них мяч. лучшие камеры, это не лучший У уровень. них как раз-таки обычные камеры, просто сам контент, он у них не такой токсичный, как у тебя. А можешь рассказать тут про свой контент? Вот помимо челленджа, из чего он состоит? Ну, смотри, у нас еще есть, помимо основного канала, 2 других. Это влоги, FIFA. FIFA знаешь, что такое? Да, я Ну, играл. Вот, а на влоге, мы снимаем свою жизнь, там разные челленджи придумываем. Ребятам нравится, смотрят. Опа. Бро, ну здесь хороший выбор. Я думаю, красный или синий? Синих ни у кого нету в скваде. Надо всегда отличаться. Янчик, я тебя знаю только. Привет, Амиран. Ну что, давайте знакомиться со следующей малолеткой. Янго. Этому мальчику 20 лет. Ты какого хрена здесь забыл, старпер, а?
Ян придумал очень крутой способ заработка. Он закидывает текст известной песни в Google переводчик и снимает на это клип. Да. А я как дебил 6 лет в универе учился. Это чё, он? Или она? Походу, за 20 лет Ян так и не определился, кем хочет стать. Мальчиком или девочкой. Еще в свои 20 лет Ян на канале делает то, что обычно делают люди в 10 лет. И он, кстати, не один. Он сколотил вокруг себя целую банду взрослых аутистов. Ну что ж, давайте поприветствуем Янго. Ну и прическа. У них что, с Трампом один и тот же парикмахер, что ли? Скажи, вот ты в итоге, ты засиделся в детском контенте или ты уже Я взрослый прям контент делаешь? яркий представитель молодого поколения, знаешь, ветеран такой, старичок. Ты одной ногой там, а одной к нам усыхающий, такой, знаешь, умирающий, хватаешься. да. Слушай, ну мы в другую тему переросли, у нас команда, мы делаем другие истории, сейчас меньше ютубом занимаемся, но... А что вы делаете? Ну, чисто снимаем иногда скетчи, а в целом музыка и клипы, переводы через Google переводчик. Мы берем текст песни оригинальный, переводим ее через Google сколько это переводчик. 5-10, по-разному, типа, по-разному клипы заходят. 5-10 Ну, Белялиш 5 миллионов, по-моему. Прикинь? Серьезно? Это как твои бои, Амиран. Пипец. Белая рубашка, теперь красный мой окровавленный нос битый. На цыпочках бродит как никто не знает. Думаю, что ты такой преступник. Вы зарабатываете на этом, нет? Конечно. Да? Ну, блин, большая команда, нужно зарабатывать. А ты сам вообще что думаешь о новом поколении блогеров? Ну, они часто себя ведут довольно странно. Слишком много мнения о себе в целом. Тогда сразу вопрос Даше, раз ты про это говоришь. Ты считаешь себя такими же, как они, слизняками? Нет, я себя не приравниваю. Вообще, ты абсолютно другой Да. человек, другой блогер. Ты не с Абсолютно ними. новый, Ты не с это ними. абсолютно новое вообще будет все. Ну что, продолжаем знакомиться с золотым фондом поколения. Знакомьтесь, Даша Инстасамка. Ого, вот это прозвище. Ну давайте посмотрим инсту этой самки. Опа! А инсты-то у нее больше нет, то есть чисто технически она теперь просто самка. Ну тогда понятно, почему эта самка приперлась со своим парнем, или лучше сказать, со своим самцом. Знакомьтесь, Олег. Йоу, чуваки, всем привет! Сегодня мы будем курить через кота. Блин, судя по голосу, он тоже самка. Кстати, Олег тоже блогер, который, как он сам утверждает, выпускает качественный, оригинальный и авторский контент. Да ну нахуй! Но в простонародье это можно назвать, короче, полная хуйня. Давайте поприветствуем представителей мира животных. Самка Даша и самец Олег. Она как Билл среди их тусов. Примерно да. так же, реально примерно. Вот и без приколов. И тоже без Инстаграма, да? А при чем тут без Инстаграма? Ты так говоришь, как будто я его не шутка была разблокирую. такая кривая. Да нихуя, что это не шутка. Я вижу блогеров, вот мы с Дашей, вот МБП очень крутой делает контент. Вот ты, если тебя не берем, остальное это все. Вот это перевел в Гугле, просто спиздил формат Запада, для меня это не идея. Вы делаете контент, он делает давай контент, и вы смотри приравните щас, это к контенту. Да. Смотри, я сейчас скажу, вы все заткнетесь, потом ты скажешь, окей? Вначале ты Говори, послушай. Бой сразу, Нет, сразу я бой. просто нормально, чтобы Не не говори, было... заткнетесь. Нет, потому я что- буду говорить, как хочу. Смотри, основная концепция в том, что вы занимаетесь, для меня это пыль. Пиздить для меня это пыль. Понятно. Я тебе объясню, Если ты мне почему. сейчас приведешь я хотя бы говорю. один факт, да, то, что да, ты я тебе пошел, принесу, я давай. тебе 10 приведу. Давай. Факт то, Давай. что ты делаешь говно. Ну давай, говори. И ты считаешь себя дедом? Мне интересно, ну смотри, я тебе приведу простой Пожестче пример. с ним. Я занимался 15 лет футболом и уехал в Америку. Я играл в Орландо Сити на контракте в молодежке. И я все проебал. Я вернулся сюда, и я увидел, что сейчас работает Инстаграм. И ты пошел за деньгами. Ты меня не слушаешь, я сейчас говорю, ты молчишь. Потом ты скажешь свою Спасибо, мысль, что я тебя обозначил. послушаю. Я начал изучать, смотреть всякую, ну, блядь, просто смотреть, следить, понимать, что, в чем основная концепция, в чем основная суть, и понять, почему я могу стать известным, почему. И я это понял, я это сделал. И когда я купил первую машину, я просто сказал, да, ты кто такой? Нет, подожди, дай я скажу. Я... Я не понимаю, реально. Во-первых, давайте поздравим Олега, у него сегодня днюха. Давайте поздравим. Амиран, это надо было в конце сказать. И запомните, он купил машину, это важно. Слава богу, что я могу сказать это всем, чтобы все услышали, почему в России контент говно. И он сейчас популярен, потому что есть такие компании крупные, которые занимаются спонсированием этого говна. И я вам приведу простой пример. Вот есть говно, его узнают
100 тысяч человек. Из 100 тысяч найдутся тысячи тех, кто скажет, что говно классное. На тебя он сказал, блядь. Есть я. Подожди, классный, ты меня говно? интересный, Конечно, ты стыдишь, забавный, ты говно. классный, интересный, забавный контент, о котором просто не знают многие. А можешь сказать, за что у тебя Инстаграм блокнули? Потому что я поддержал Андрея Петрова, потому что я поддерживаю его позицию. А что он выпустил? Он выпустил видео, то, что я гей. Да, я гей. 100%. А почему тебя заблокировали? Потому что я высказал свое мнение, то, призыв? что... Нет, не призыв, я сказал то, что я полностью с ним согласен о том, что он может высказывать это открыто, и он не должен скрывать этого. В итоге, да, что? Мой Твой контент какой? Не про Петрова, не про геев. Почему В твой итоге контент что? классный и почему я говно? 10 Да, причин ты ты сказал. говоришь. Потому что Ты я не сказал. считаю то, что, типа, воровство — это круто. Ну, типа, ты можешь Ты переработать... мне говорил, ты дашь 10 фактов. Скажи хоть что-нибудь, я молчу, я тебе не Ну, перебиваю. Кока-Кола я блин Ну, солоно, это считается? я тебе только что назвал, почему я блогер, почему Ты мне сказал, что ты назовешь 10 фактов, почему я пишу контент и почему я говно. Давай по фактам. Ну, один то, говорить. что я видел этот уже контент. Так ты какой Давно. контент делаешь, ты скажи? Я тебе сказал уже просто смешные видео. Ну все, фильм закончился. В принципе, можем... Можем уже вызвать тебе такси. Да, да. А чем тебе покой не дает? Почему ты Потому что меня злит, блядь, что я делаю охуенно, а у меня, не 10 миллионов. А вот это вот человек, смотри, есть завидуешь. смотри, да я не... Блядь, я получаю 6 лямов в месяц, чему мне, блядь, Ладно, завидовать? спасибо, что Я ты тебе сказал. говорю, 200-тысячного Инстаграма? я тебе говорю, да. А что ты рекламируешь? Ставки, качество? Я не буду тебе... Да, блядь, чем я не занимаюсь. Инстаграм его хлеб, он занимается, он снимает клипы, он пишет музыку. Пол моего второго альбома написал Так он. не, круто. А что его И- так бомбит-то от другого контента? Я тебе... Ну потому Он что объясняет, он компании объясняет. поддерживают это. Дайте мне вот эти средства, которые есть у него, то есть съемочные, блядь, вот эту... У тебя же деньги хуйню. есть. Вопрос вот в чем. Смотри, каждый формирует на этой платформе свою экосистему. Неважно, это Инстаграм или YouTube. Пусть творит каждый, что хочет. Он пытается донести о том, что они дрочь снимают, как бы, и это хавают. А почему качественный контент не Но он не смотрят? назвал ни одной причины, Это вопрос почему к этот зрителю, контент Олег. дрочь. Это не дрочь. Зачем вот ты это, включила вот это? это не дрочь. Это Инстаграм. Мы о чем говорим? Мы говорим о результате. Хорошо, подождите, давайте дальше. Вот у нас еще сидит Стив Принц, у него 1 миллион подписчиков на YouTube. Это где? Вот с А, тобой ты сидит. принц. Так, двигаемся дальше. Следующий гость... Так, секундочку, похоже, неправильно прочитал. А нет, все верно. Ни хрена себе! Стив Принц! Охренеть! Принц! Ёпта! Прикиньте, принц! Леди и джентльмены, встречайте! Королевская особа на торжественном приеме в поместье Хача! Блин, опять промахнулся! Стив Принц тщательно скрывает свое настоящее имя и место рождения. Да, не удивлюсь, что принц на самом деле не Стив, а Геннадий Попочкин. Его королевские владения — это хрущевка на окраине Воронежа. Ну что ж, уважаемые зрители, снимайте головные уборы и склоняйте свои головы к гаджетам, ведь перед вами Стив, мать его, принц! За его королевское, блядь, величество! Ура! А что за контент у тебя? У меня музыкальный контент и развлекательный. Всем привет, дорогие друзья, меня все еще зовут Стив Принц. Сегодня мы будем снимать песни по алфавиту. Так, не бывает, мы все это придумали сами. Так не бывает. Сколько в среднем у тебя просмотров? По-разному. Некоторые рубрики набирают очень мало, некоторые рубрики набирают очень много. Типа от 500 000 и выше. Ты не говоришь, просто поешь, и все. Нет, бывают, разные проекты. Типа есть, например, рубрика Siri. Если бы, там, условно, LJ был Siri, этот выпуск, там, по-моему, 6 или 7 миллионов просмотров набрал. Сири, ты должен был меня разбудить в 6. Что тебе помешало это сделать? Чё ты мне втираешь? У тебя 100% зарядки. Больно, да? У нас флирт элитный. Так, я сейчас позвоню копам и доложу, что до меня домогается телефон. Вот в такой контент рекламодатель идет, который ты делаешь? Да, конечно, идет. То есть ты сам себя обеспечиваешь вот этим Да, контентом, разумеется, сам конечно, зарабатываешь? конечно. А как ты придумал, что тебя вдохновило? Я этот формат увидел на Западе. По-честному сказал. Повторил его Да. у кого-то? Причем я сделал просто намного лучше, и по всем абсолютно цифрам у меня намного круче зашло. Типа и по просмотрам, и по лайкам, и по комментариям. и отзыв, Самый в интересный принципе, вопрос. Первый раз их вижу, никогда не видел в жизни. Ну, Они вообще. делают миллионы Да, просмотров. я не в видел неделю. в трендах, невозможно заметить эту Вы же историю. попадаете в тренды, я думаю, по-любому? Да. В тренды попадают когда там что-то LED какие-то, разбойники там что-то.
Надоело брать деньги у родителей или работать на чужого дядю? Пора брать все в свои руки. Нет, это не реклама ставок. 4 и 5 октября в Санкт-Петербурге пройдет Synergy Global Forum. Это крупнейший форум, на котором вас ожидает выступление профессионалов в сфере предпринимательства, искусства, спорта, журналистики и других областей. Среди спикеров, вы не поверите, Арнольд Шварценеггер и Хабиб Нурмагомедов. Не упустите возможность получить опыт в сфере бизнеса. Я тоже там буду и возьму интервью у Аманды Черни. Увидимся на форуме. Ссылка в описании. Лиза. Привет. Привет. Дошли до тебя. Еще один выдающийся ребенок — Лиза Анохина. Лизе всего 12 лет, но у нее уже есть своя страничка в Википедии. Посмотрим, что там про нее пишут. Так, Елизавета Анохина. Телеведущая, актриса, видеоблогер, певица, модель. Охренеть! И это все в 12 лет? Да что ж там будет в 25? Телеведущая, актриса, видеоблогер, певица, модель, продавщица, автомастер, чемпионка мира по спортивной ходьбе по экватору. И записывайтесь на ноготочки, есть свободные даты. Приятно познакомиться. Капец, как она все успевает? Эта бедная девочка вообще хоть когда-то спит? Какую вазу она должна была разбить, чтобы родители так ее ненавидели? Ах, ладно, если серьезно, то Лиза большая молодчина. У нее больше 2 миллионов подписчиков в Инстаграм и почти 1 миллион на Ютуб. Либо у нее очень много одноклассников, либо эта фигня реально интересна людям. В любом случае, давайте познакомимся с ней поближе. Встречайте, Лиза Трудоголик Анохина. Я снимаю смешные жизненные короткие ролики под названием «Вайны» и публикую их в своем инстаграме. Мне та девушка звонит. Что делать? Бери трубку. Привет. Ты что, ты мужик или кто? Привет. Спроси, как не дела. Как житуха? Будь милее. Как житуха? Много набирает? Ну, сейчас у меня с активом как-то не очень, потому что точно причину сказать не могу. Охренеть, у тебя в Инстаграме 2,3 миллиона, а в Ютубе 1 миллион. Кто Лизу видит первый раз? Поднимите руку, пожалуйста. Я ее знаю. Весь зал просто. Давайте познакомимся, я Лиза. А вайны ты вдохновляешься где? С Запада или здесь? С Билла, может? Чидо. Ну вот, видишь, хорошо. Нет, я вдохновляюсь вайнами, идеи какие-то из жизни, потому что мне хочется, чтобы зритель узнавал в этих вайнах себя, чтобы типа они такие смотрели: йоу, это жизненно, я делаю так же. Амиран, а ты поддерживаешь Придумываю. тему с продюсерами? То есть, с тем, что... Вот смотри. Олег, честно, ты я считаешь- считаю, это гиблое дело. Сейчас время самородков. Да. А ты считаешь, Продюсировать что тяжело. правильно, считать человека, допустим, блогером, если он по факту, знаешь, как это происходит у нас? Сколько Даш? лет тебе? Смотри, это 13. так, Даш, давай снимем 13. видос, подожди. А когда происходит вот так, снимай историю. Так с ними никто для не тебя делает это, такого. типа, ты уверен в этом? Я думаю, да. Смотри. И делают, да? Конечно. Это с детскими Так, блогерами? со мной так не делают. Олег, а можешь назвать, раз уж ты говоришь, что за блогеры, которых так- родители заставляют снимать? Не родители, не родители. А, продюсеры. Даже не то, что Типа, родители можно и я скажу? продюсеры. Лиза, ты проект своих родителей. Подожди, но от нее идет энергия. Я Это не уверен, она гон, сама это не вдохновляет. гон на нее. Это круто, Она но ребенок почему- обычно ее Смотри, ничего не трогает. но она почему проект все своих они в родителей. себя бьют в грудь то, что нет, я сам? Почему нельзя сказать, да, это родители, все? Почему? Просто Так, я вот так, стоп, просто что, этой я не понимаю концепции немножко, понимаю. какую Нет, претензию. Я тебя не гоню, просто тебя спрашиваю, Слишком почему... быстро, я не понимаю, я не успеваю Окей, я следить за событиями. тебе переведу. Вопрос в том, вот ты сама этим горишь и живешь, или тебя все-таки родители или там продюсеры подгоняют к тому, что надо регулярно выпускать контент и зарабатывать деньги? Мне нравится этим заниматься, я этим живу, считай. То есть тебе самой Мне в интересно? кайф, мне классно. Тамерлан, привет. Привет. Тамерлан Валиев, 10 лет. Зарабатывает в месяц, как ты, твои родители и все твои родственники, только намного больше. У всех всегда работа, а у меня всегда суббота. Ну что ж, мой дорогой разгневанный зритель, если через какое-то время ты снова будешь думать, что ты в порядке, то зайди к этому мальчику в Инстаграм и пойми свою ничтожность. А я пойду выпью бутылку водки залпом и попытаюсь повеситься. Погодка классная, но и я не отстаю. Спасибо за внимание. Сука, за что? У тебя 1 миллион в Инстаграме, Да. и YouTube ты только открыл, да? Да. Только начал. А что ты делаешь? Да вообще нонсенс, Амиран. Это самый, вот я считаю, вообще самый блогер. Ему 10 лет, у него 1 миллион Я тебе подписчиков в отвечаю, Инстаграме. для меня до сих пор непонятно, почему можно... Если это не накрутка, я реально не разбираюсь Тамерлан, а в кто этом тебя смотрит? поколении. Дети? Нет. А что ты делаешь в своем канале? Цитаты говорю. Какие? Да, по 10 секунд. Любые.
Я знаю, не все хотят видеть моей победы, но поражение не по мне. Скажи что-нибудь. Не, давай как ты это в роликах делал, покажи, как ты это делаешь. Это вообще... Я просто не видел. Сейчас честно. заорете все, давай. Ну подержи, давайте поаплодируем. Не стесняйся. Давай. Базар вид во все хищники, но охотник-то я. А, это ты! Я понял, кто это, красавчик. Да, Я понял. не знал, что это он, я видел это. Не, ну ты показываешь жестами, вот так, как ты там показываешь, типа, да, вот, понимаешь, честь там что-то такое. А что тебе непонятно? Смотри, какой светлый Да прикольно. ребенок. Я не говорю, Всем что это интересно плохо. посмотреть. Я до сих пор... Тебе завидно просто. Я до сих пор не понимаю, почему я снимаю 5 дней ролика, он снимает 15 секунд и набирает одинаково. Реально не понимаю. Вот в этом основная проблема. Давай я тебе объясню. Я снимаю с 60 людьми в команде вот эти выпуски, делаю бои, вкладываю туда очень меньше много денег, набирают. и они набирают иногда примерно столько, но ты близко где-то со мной, и подходишь людям и говоришь: «Чида! Поверь, мне тоже обидно, что ты такой Не, ну ерундой Амиран, ты не маешься». сравнивай, это разные вообще выпуски, понимаешь, там живые настоящие люди. А вам не Здесь кажется, всё что как бы- контент становится все примитивнее и примитивнее? Вы еще про ТикТок не И говорили из-за сейчас. того, что из-за платформ, чем платформа становится проще и вообще там короче там по хрону, тем и контент становится такой более легкий. То есть видеоконтент превращается в Твиттер потихоньку. То есть все должно быть вот за секунду Быстро. и зацепить внимание, вызвать эмоции Но это и как, произвести какое-то это как песня, впечатление. понимаешь? Ты ее послушал 10 секунд, барабаны, бабабаны, не зацепила, все, сразу. Работает, согласны? Сколько лет, а все работает. Ребята, а вы заметили, что даже новое поколение не сплоченное, как и мы? То есть у нас есть между собой некая конкуренция, да? И у них. То есть у них уже они так шипят друг на друга. А почему бы не объединиться и сделать что-то крутое? Потому что нету конкурентоспособных, рядом, вокруг. Ну ты же сам Ты же можешь сделать с ним что-то вместе? Ну, С я бы Яном. вот с ним с удовольствием. Яном. Я Жаком. занимался футболом. С Яном нет. А с Жаком? Я не собираюсь просто посмотреть Да не Жак, он, слышишь? видос 5-летней давности на Называю Ютубе, по имени. спиздить идею, потом такой: ребята, я новатор, я крутой. Это для меня это не Ян, круто. почему ты не придумаешь свое ничего? Я не знаю, все украл. Я, правда, жду еще причин, почему я украл, ну ладно. Хорошо, теперь вот какой вопрос меня интересует. Кого вы смотрите? Тамерлан, ты кого смотришь? Литвина. Литвина, смотришь, тебе нравится? Да-да. Сторисы его, да, там, вайны вот эти. Да. Пранки, вернее. А Суба? Субу смотришь? Иногда, редко. Билла смотришь? Да. Но иногда или прям нравится тебе? Нравится. Тоже иногда, короче. Лиз, а ты кого смотришь? Я просто захожу в Инстаграм и там листаю рекомендации. То есть ты не подписана ни на кого? Я не подписана, но я чаще листаю ленту, чем чаще листаю рекомендации, чем ленту. А Ян Го для тебя еще, как сказать, крутой блогер? Или- Конечно, Да? А Даша? конечно. Тебе нравится ее альбом новый? Да. Какая песня больше всего? То, что типа, сейчас вспомню. То, что в ТикТоке еще было. Да просто заматерись и поймем. Мы цепи, что-то там Света Гол, твои кисяки, бро. А кто пишет тексты твоих песен? На ПП. Они вместе работают. Серьезно, вы Да. вместе? А ты как хотел делать? Не все так просто. Вау, круто. Принц. А можно печку включить? Почему принц? Лучше потерпеть, так быстрее будет. Сейчас надышим. Почему принц? Этому большая предыстория. Потому что Стив. Нет, я на самом деле очень много занимался футболом в детстве и в юношестве. Я играл на позиции футболиста, который мне очень импонировал. Его звали Кевин Принц Боатенг. И у него на спине было написано «Принц». И у меня была его футболка «Принц». И на поле, когда ты приходишь и часто играешь с ребятами, которые тебя впервые в жизни видят, они не запоминают твоего имени, и они зовут тебя по имени, которое у тебя, по фамилии, которая у тебя на спине. Стив, Да. а ты можешь тут показать? А я могу зачитать. Я могу спеть что-нибудь. Давай, Давай. спой. Давай. Пошел. I remember years ago Неплохо, someone неплохо. told me I should take caution when it comes to love. I did. And you were strong and I was not. My illusion, my mistake. Caution when it comes to love. I did. Все, Ну, спасибо это самое большое. простейшее. Саш, учись.
А я нормально. У меня всегда есть короткая. Бьет бара-бамба-бамба-бамба. В любой непонятной ситуации барабаны. Вот он спел вот эту ваниль, а ты давай навали нормально. Да, чтобы контраст был. Слишком много денег, я куплю себе квартал. Убери свою волю, нахуй твой голос заебал. Хейтеры сосут, мой фруктовый лед, хуй много говоришь, но меня не ебет, я курю, да. Поаплодируем, чё? Ребят, хотите вы этого или нет, это новое поколение, и их смотрят. Мы в этой шкуре с Биллом и Сашей были, когда, ну, давайте я за себя скажу, когда я приходил на телек, и на меня смотрели, фу, опять пришел второсортный какой-то блогер, что они вообще умеют? Они берут камеру в руки, у них нет ни сценария, ни организации, ни команды, какую-то херню снимают, и они популярные, давайте их засадим. Ну, примерно вот Не, мы такая... в клубы ходили, в ля-бар с камерой, и артисты такие, убери камеры свои. Да, А потом кто-то сами такой, такие, нафиг, «Можешь трек охрана пропиарить?» выгоняла, да. Потом все поменялось, вот рынок перевернулся. То же самое, я уверен, сейчас здесь происходит, просто Билл не хочет это признавать, а вы пока не понимаете. И наша задача вас сейчас познакомить с этим. Сейчас ты, типа, знакомишь, блядь, вот новое поколение, оно плохое в плане того, что, смотри, я и Даша, и вот почему я Билла привел в пример, тебя я привел в пример, потому что я могу сказать то, что я сам. А когда тебя приводят вот так, я не считаю, что ты блогер. Пусть они пока так, Почему а я потом не они сам, будут допустим? сами. Я не считаю то, что вот так вот привели, вот так просто украл. Почему всегда вот то, что делаете вы, допустим, с Биллом просто, это хотя бы самобытно, это хотя бы уникально, это хотя бы круто, это хотя бы не просто не украдено и переработано. Пусть они могут пока сейчас так, у них и так заходит, потом захотят сделать по-другому. Да хороший Ну чувак. вот тут опять же, я тебе говорю, вопрос восприятия, перехода вот к этой новой культуре, это бред. Вопрос вот коллегу, ты говоришь, что ну, пришел, выпендриваешься, да, вот Я реально не честно выпендриваюсь. напоминаешь, как Олег Майами себя ведешь. Я не выпендриваюсь. Вот посмотришь на ребят, Я у не каждого... Олег был смешной. Да я как бы шучу, если что. На каждого посмотришь, у каждого есть особенность. Кто-то умеет петь, да, Мбаппе. Футбольные челленджи всегда в моде. Всегда люди любят футбол. Там кто-то, ну, ты говоришь, он пиздит. Ну, блядь, этого додуматься надо тоже, правильно? Подожди, он этого не Ну, подтвердил. это тоже Он всё. этого не подтвердил в итоге. В чем твоя особенность? Чем ты лучше их? Мой контент, он крутой. Да блять! Да сука! Давай, пожалуйста, каплю, блядь! Да блять! Ты говоришь за всех, во-первых, за все подростковое поколение, что всех заставляют родители. Я согласна с ним, что есть действительно такие блогеры, которых продюсируют. Ну, либо продюсер, либо, ну, родители. Но они все такие. Смотри, я тебе говорю, вот, ребята, вот МБП. Я смотрю типов еще давно до того, как вообще стал, типа, каким-то блогером. Просто делает круто, типа. Билл делает, он знает, что он делает, понимаешь? Самое главное — это знание. Билл берет камеру. Тебя он- бесит он знает- копирование жесткое, один в один. Мне не то, что копирование, меня бесит непонимание тому, к чему они идут. Олег, зачем ты убиваешь свои нервы тем, что бесишься? от Я не кого-то? нервничаю, я просто хочу, чтобы ты сказал, да, мне делают родители. Хорошо. На тебя никто Да, что, куда надо сказать да, всем привет. Да, Олег, видишь? Браво! Окей, и я скажу умница, но не надо себя бить в грудь. Да Иди, я сама, тебя да я обниму, сама. Иди, я тебя обниму. Дай ему спыру, у тебя такие ботинки крутые. Всем привет. Герман Шакирович, Да. спасибо. Ребятам я хочу пожелать удачи, потому что вы вообще крутые, молодцы. Плевать, кто вас туда притащил, не притащил. Вы делаете, это самое крутое МБП, красавчик. Вот, по поводу тебя хотел узнать. Смотри, я, честно, не знал, кто такая инстасамка, не знал тебя. Я вот это вот, ну, для меня это шляпа вообще все, в принципе. Вот, я не смотрю, типа... и вот ты говоришь, у тебя там за 2 месяца, да, там стало 240 тысяч подписчиков, ну, потому что ты встречаешься с известным человеком, как я понял. Вот, ты засаживаешь пацана, что он крадет. Слушай, ну давай Гусейн Гасанова каждый день засаживать, Давай. что он крадет. Давай. А в чем толк-то? Ты делай сам круче, Что так, чтобы публика- тебя не упрекнули потом, что ты что-то крадешь. Зачем других осуждать? Ты теряешь просто тупо время. И Смотри, все. я типа не теряю время, я смотрю на это со стороны как несправедливость. Ты говоришь, ты чей парень, ты парень из самки, а ничего то, что я делал для нее контент, я снимал для нее видео, и мы идеи обговаривали вместе. То есть я ниоткуда не врал, я брал их вот отсюда. Люди подписались на тебя только из-за того, что знали ее. Я посмотрел контент девушки твоей, вот, допустим, я не знал, кто это, я увидел ее контент. Я курю, да, я ловлю лап. Знаю, как собрать бекуш, только я и только я. Можешь курить, бич, и мой бутик как бич. Ты же знаешь, я могу вызвать так нахуй ты пиздишь. На твоей руке бисер, на моем запястье айс. Суки знают все секреты, это Totally Spice. Ну,
честно, в моем возрасте, там, я не супер вас старше, мне там 20, мне стыдно такое снимать, потому что, ну, это, типа, прям вообще, прям зашквар. Это шляпа. Ну, да, типа, мне Вот просто такая. стыдно такое снимать. Ну, Олег, тебе вопрос. Вот ребята все себя как-то проявили. Принц пел, парень цитатку сказал, сделай что-нибудь, пожалуйста. Я тебе могу трек Чтобы написать. просто Напиши мне, я понимали, тебе трек почему напишу. ты всех Я принижаешь, тебе напишу, опускаешь. О, я придумал, стой, реально. Я вот сейчас реально придумал. Давай. Он, по сути, продюсер. Пускай он покажет мощь. Пускай напишешь мне песню. Хорошо. Я ее исполню по твоим руководствам. Я не Хорошо. буду говорить, я так не буду делать. Ты поедешь на студию, я сам оплачу Конечно. сведение, запись. Я сам оплачу, давай не будем, да? Он пишет ту песню, которую будут слушать, чтобы людям понравилось, чтобы они увидели результат. Да, Ты ты биты реально... сам делаешь? Я перебиваю биты. Перебиваешь. Ты смотри, ты говоришь, что он копирует с Америки, а ты перебиваешь биты. Да. То есть вы взяли бит какой-нибудь, Да. она Непопулярный напела же И на ее альбоме сейчас 4 миллиона 300 тысяч прослушиваний. Сколько у тебя прослушиваний Не перебивай на твоей меня, музыке? послушай. Сколько прослушиваний Раз на ты твоей говоришь, музыке? я перебиваешь ты биты, то значит ты ничего сам не придумываешь. Ты взял там не особо популярный, она напела, и ты перебил эти биты. Ты свои Не, я беру придумал даже ничего. популярный. Ну Только вот, на даже альбоме 4 популярный. миллиона... В чем логика-то? То На есть альбоме он в на Америке втором- взял какой-то видос Давай, и договори. сделал по-своему, ты его засаживаешь. А то, что ты биты перебиваешь или там популярный берешь, разницы у вас нет никакой, да? Ты инноватор, да? Подожди, он же сказал, Еще что раз. он не битмейкер. За сегодня Извини, какой... сложные слова ты особо не понимаешь, я понял. Слушай, если бы ты понимал хорошо эти слова, ты бы музыку писал актуальную, а не та, Так. которая заходит на 400 тысяч просмотров там на Ютубе, что-нибудь вот такое. Сколько у тебя прослушиваний? давно на не альбом? видел просто. Давай цифрами, давай. Если ты хочешь Давай. письками помериться, давай цифрами Давай, померимся. письками я Сколько не дней собираюсь с альбома? тобой мериться, ты 20 проиграл дней- заведомо. 20 дней Так. прошло с альбома, у него 4 миллиона 300 тысяч прослушиваний. Все равно лучше. Спасибо, пацаны. Это аргумент. Олег, Это хочешь я тебе скажу, аргумент. почему, допустим, Ян Го смотрит много, а тебя Да, мало? давай. Потому что вот Ян Го, допустим, приятный парень, а ты ведешь себя как говно, и здесь у всех вызвал антипатию чисто. Знаешь, почему я... Тебя неприятно просто Не, я смотреть, понял. ты уже не нравишься никому. Знаешь, почему я веду себя как говно? Потому что я говорю правду, я не боюсь ее сказать. Потому что Да я ты не говорю то, сказал что я еще ни вижу. разу А правду, если я тебя буду просто сказали, приходить что и ты Ты просто... апеллируешь не фактами, если а я- просто голословно. Я говорю фактами, чел Ты сказал, просто с назовешь 10 Запада. фактов, Ты Чел можешь просто сказать, с почему Запада. я Чел пишу пиздец. Запада. Я не украл ни Потому одного что я видел формата такие за последние видосы. 1,5 года. Каждое твое видео я видел на Я не Ютубе. украл ни одного видоса за Каждое 1,5 года. твое- Раньше, Вот в детстве, зачем? когда мы снимали Олег, а если контент говорить сами, мы цифрами, у делали. него набирает по 5-10 миллионов. По 20 клипа набирают. Ты про цифры хочешь? Окей, давай Давай. про цифры. Я просто не швыряюсь ими, не швыряюсь деньгами, как ты рассказываешь. Машины я не купил. Людям все равно нравится личность в первую очередь, а из себя личность вообще Я никудышная. просто сижу, слушаю, жду что-то, ты ничего не Для сказал. меня один факт того, что ты делаешь говно, это то, что ты пиздишь. Ты Всё. можешь... 9 Хорошо. остальных такие же. Всё, ты пиздишь, ты делаешь всё, говно. закрепили ты результат, делаешь я говно. краду, могу это сказать ребят. еще 7 раз. Всё. Меня Артем зовут. Сначала хочу сказать, что все, которые молодые ребята здесь сидят, я искренне за них рад. Продолжайте в том же духе, вот неважно, что вы делаете, это очень круто. А теперь я хочу вот к этому штриху перейти, на букву... На букву О его имя. Во-первых, на букву О его начинается имя. Так Он не назвал разговаривай. Я тебе не Яна, дам он договорить, он пока назвал ты нормально ко пылью, мне да? не обратишься, Он А говорит, ты по помолчи. факту, Ты слышишь а меня, ты по блядь? факту Пока шерсть. ты ко мне по нормально факту не шерсть. И сейчас обратишься, я это доведу. сколько тебе лет? Сколько тебе лет? И сейчас я это Сколько доведу. тебе лет? Тебя попросили не разговаривать матом, потому что ты дети. Ты на это наплевал. Раз. Здесь сидят люди старше тебя. Ты говоришь им, заткнитесь все. Это два. И ты по факту являешься шерстью, хотя ты говоришь, что Ян пыль. И плюс ко всему 10 фактов, которые якобы потому что делает Ян там плохой контент и так далее. Ты сказал, 10 фактов приведешь. Почему там, да, и ворует он там, не ворует, неважно. Почему Не это важно? плохо? Ты не привел, это 3. Поэтому кто здесь пыль? Ты. Ты просто пыль ебаная. Тебе сколько Не лет? ругайся, Маза, Дайте ему правильно? микрофон. Дай ему микрофон, брат, пожалуйста. Что ты Ответь хочешь мне на узнать? вопрос, сколько тебе лет? Зачем тебе это нужно? Ну, мне интересно, сколько тебе лет? Какая разница? Потом спроси, сколько Ты стоит мне шмот, говоришь, это что важно. я- Суть вопроса скажи Ты мне дальше. говоришь, что я ебаная пыль. Когда Да, мне было я тебя 17 довел И за он это. привел Когда тебе мне факт. было Сказал, что 17 шерсть- лет, я Да. купил в России здесь родителям дом с первой зарплатой с контракта. Молодец. Дальше А что? ты закрой свой Повесь еб- еще одну себе Сядь, ты меня цепочку. понял? Повесь Ты еще меня одну понял? цепочку. Хорошо. Сядь Я еще и 3 езжай. повешу, Тебя потому здесь что никто не могу. уважает. Олег, тебя не если уважают хочешь в ответ, высказываться, понимаешь? можешь, но не ругайся матом, Ты реально, шерсть, ты родители матом уже сначала не напрягаются. ругайся, тебя просили. Сядь. Давай дальше. Давай. Меня зовут Ян, и, Амиран, у меня вопрос к тебе. Когда молодое поколение вытолкнет тебя с Ютуба, чем ты будешь заниматься? Шаурму продавай. Неужто Я тебе себе уже хватит денег закладываю шаурмы? второй фундамент. Всем добрый вечер. Привет, друг, ты давно тянешь руку? Очень рад здесь находиться. Спасибо. Я сначала думал Майами вообще.
А прикинь, ор какой был бы, да? Это вообще... Очень классное шоу, ребят. Давайте будем подобрее чуть-чуть, побольше улыбаться и поаплодируем Амирану. Крутое шоу, пошумим, ребят. Олег, да, можешь подсказать, пожалуйста, как вот начинающим там контент-мейкерам набрать аудиторию? Именно контент-мейкеру Да или мне все равно, блогеру? слушай, хорош. Это разные вещи? Все, не надо, хватит. Ты думаешь, это смешно? Ты думаешь, это смешно? Ты думаешь, это смешно? Ты себя только опозорил сейчас. Да нет, я не Своей опозорил, шуткой. слушай. Ну ты будь встал- добрее просто, понимаешь? Да Побольше посмотри, улыбайся, старик. Вот знаешь, какая моя основная просто мысль? Ну мне вот все этого равно, всего. честно. Я понял. Блин, ну брат. Моя основная мысль того, чтобы не то, чтобы у нас у всех друг Я дружки- понял тебя, друг я дружки- понял, всё, Это не окей, смешно, добро. это не смешно. Да я Ты понял, встал, бля, братан. ты встал. Я понял тебя. Смотри, ты встал, просто тебе сказали задать вопрос, и ты как посмешище, ты просто... Слушай, сними, ты Я выпрашиваешь обстановочку снял. коллаборацию, Слушай, подойди друг, ну отдельно к обстановочка. человеку. Ну слушай, вы ругаетесь, Подойди это дети, отдельно к крутые человеку и ребята скажи. сидят. Ребят, привет. Не ругайтесь, все, Подойди, хорошо, давайте по просто позитивнее. отдельно Можно подойди сюда свои микрофон? остроумные шутки. Сюда передай, поглубже. пожалуйста, микрофон, дружище. Хочу вопрос задать БП, Тамерлану и Лизе. Давай. Вам приходят большие деньги, ну, очень большие. Как не отрывают голову? То есть... Они приходят к родителям для начала. Ну, понятно, но они же чувствуют это, то есть... Они чувствуют. Согласись, ты же тоже был бедный, помнишь, Да как... не, у Мбаппе приходит к нему на счет сразу. Ты чё, он сразу едет в ЦУМ на Майбахе, да, братишка? Мы недавно с ним в КМе закупились нормально на сотку, я ему там кроссовки подарил, он говорит: Сань, ну все, ты езжай, я еще рубашку Palm Angels возьму за 50. Вот этот вопрос реально самый опасный был из всех вопросов, которые возможно. Подожди, ну Чтоб давай, ты давай понимал, спросим у ребят. Ну. Вот, тебе все деньги тебе лично приходят? Ну, именно Да, твоя часть. да. Как ты решаешь, на что их потратить? И есть ли какой-то менеджмент, типа отложить, на что-то скопить или куда-то в проекты инвестировать? Что-то я даю маме, Да. оставляю себе, другое в копилку. То есть копить я совсем недавно начал. А на что копишь? Военник. Чё? Чё? Нельзя такое говорить. военник, права, да? Тачка, военник, права. Да, машина, ну как обычно, да? Да. По стопам Литвина иду, все нормально. Дальше 300 по МКАДу. Ну ладно, давай серьезно, на что откладываешь, Роман? Ну, на права, машину. А что смешного? Не, ну это смешно, это можно Это оставить. смешно, и Потом вообще все ему забудут. через 3 Тебе года сколько? только 18. Сколько? 9 лет тебе сколько? Через 10 лет все 15. забудут. 19? 15. 15. Через 5 Потом лет на забудут. диплом в А универ. право во сколько можно получать? 16? 18, на 16. байк, на байк. 18, 18. Ну, как бы, нормальные права 18. Хорошо. Лиз, а тебе деньги лично приходят или родителям сначала? Вот кошелечек. Я спряталась. Я в домике, все, я сплю. я Ну, отказываюсь родители тебе отвечать. дают деньги, правильно? Ну, какую-то часть. Ну, да. И вы планируете, как их расходовать? Мне они не дают деньги, они мне покупают одежду и еду. И все весело. А карманные же есть? Но я не пользуюсь карманными. А У меня- есть из-за этого какие-то выяснения отношений? Типа, Не. Мы Всё с нормально. родителями, в принципе, не ссоримся, у нас шикарные отношения. Не то чтобы карманные деньги, просто у меня есть карточка, там есть какая-то сумма, и я ею могу пользоваться. Ну смотри, эта сумма у тебя фиксированная в месяц, да? Нет. безлимитка. Там не-не-не. Просто я такая, типа... Золотая карта. Мне надо там что-то Да, купить, да. типа там смузи какой-нибудь или сок. Я такая: мам, скинь там денег. Она такая: на. А было такое, что ты говорила: мам, хочу купить? Не, Лиз, не заработала еще. Было такое? Нет, у меня нет Пока не особо таких наснимали. потребностей, типа там машина, не знаю, что там еще есть. А вообще Права, военный билет, который мне тем более уже не нужен. Тамерлан, а у тебя как? Я зарабатываю, отдаю родителям. Ну, когда нужно будет, Красавчик. я скажу. А ты откуда сам? С Дагестана. С Дагестана? Да, настоящий красавчик. Глава семейства. Спасибо. И, кстати, я у него рекламу покупал недавно. Да Я ладно? клянусь, у него рекламу Сколько покупал. заплатил? 30 тысяч стоило. Сторис? Это дорого. Это очень дорого. Пришла там 1500 человек. 1500 Тебе пришло. 12, да, Тамерлан? 11. 11. Ты платил ему деньги, прикинь, чтобы он тебя пропиарил. Не, ну я, Выпустил. извините. Ты понял, на каком ты уровне вообще? нет? Ну, я Инстаграм свой продвигал, и я реально по всем школьникам проходился. Как бы, да? Но некоторым я То не есть пишу. аудиторию ты там парсишь, да? Ну, оттуда вытягиваю основную аудиторию мою. А потом уже по-взрослому иду. Я реально 30 тысяч У кинул. нас еще есть блогеры. Красавицы девчонки. Репсиме Галаян, Карина Аракелян и Саша Лукьянова. Давайте поаплодируем. Все миллионники, между прочим. А? И Арина Данилова, прошу прощения, что-то не увидел.
Сейчас мы подумаем. Садитесь сюда, кто-то сюда. Во. Я могу Давайте. лечь. А я вот так вот, наверное. Так нормально? Тамерлан, О, можно я тоже сюда сяду сюда? Давай. пододвинемся. Спасибо. Амиран, как дома, да? Ой, хорошо. Ну да. Могли бы и дома снять выпуск у тебя, мы так часто собираемся. Саша Лукьянова. Саша Лукьянова. Это... Маленькая девочка с большими щеками. Еще одна малолетка, которая зарабатывает больше меня. Вернемся к Саше. Она стала популярна благодаря видео, которое она снимает со своей бабушкой. Как это мило. Больше всего во время съемок бабушка с внучкой любят... Винцо, пивко. Пивко это вообще тема. Во-во-во. Погодите, детям продают пиво? Саше 22 года? Да для большинства сегодняшних гостей она сама уже бабка. Вот хитрый хач. Решил за счет этой пенсионерки сделать себе контент. Встречайте, баба Саша Лукьянова. Привет, Саш. У тебя 1,5 миллиона в Инстаграме Да. и YouTube только открыла. Не-не-не, я не открывала. А какой контент у тебя? О чем? Вайна. Вайна. Жизненное видео. Приветик. Привет, как дела? Все хорошо. Я нам покушать купил. Я тебе сказала, никаких... Что происходит? Я же тебе сказала, что никаких гамбургеров. А за сколько времени ты набрала? За 2 года. А сколько тебе лет? 22. 22? А что ты тут делаешь? Почему? Всем по 13. Ну тебе же не 13. Ну, я ведущий. Это разные вещи. Вот ты сейчас слушала все, что здесь говорили. Вот Честно, я в шоке. Почему? Это такая дичь. Ну, я не понимаю, воруют контент, ну и что? Ну, ворует и ворует. Ты тоже Ну, воруешь? Нет, я не ворую контент. А что снимаешь? Вайны, скетчи, жизненное видео. Сама придумываешь все. Сама придумываю. Сама пишешь, снимаешь. Ну, беру из жизни какую-то ситуацию и снимаю ее. Надо было Ты Карину воруешь Кросс у позвать, жизни. да. Сколько рекламы стоит? Карину надо было позвать. Всегда по-разному. Ну, примерно. Кросс. Ну, от 100. Это пост или сторис? Пост. Ставки рекламируешь? Нет. Молодец. Я слышала недавно, что всех блокировали из-за ставок. Поэтому я такая, ну слава богу, я не Мимо, да? рекламировала, да. Рипсиме, правильно Рипси, говорю? можно просто Рипси. Рипси, привет. Привет. Еще одна девушка в гостях у Хача, Рипсиме Галаян. Ну что я вам могу рассказать о Рипсиме? Она танцует и она девушка. Таким образом, выходит, что она девушка, которая танцует. Как у любой девушки, у нее есть Инстаграм, и там она танцует. Ну, собственно, вот. Давайте подытожим. Рипсиме Галаян. Девушка, которая танцует в Инстаграм. Ну, очень интересно, что она будет делать в шоу. Вариантов масса. Может быть, она станцует, или подарит нам танец, или решит потанцевать. Хрен его знает, даже не берусь отгадывать. Давайте лучше сами посмотрим. Встречайте, Рипсиме Галаян. У тебя 1,3 миллиона. Да. У тебя тема танцы, правильно? Да. Ты просто танцуешь и все? Да? Лет 17, ты нам лишь по 15. Не надо бояться, нам нечего стесняться. На крышах домов мы с тобою вдвоем. Мы выше, чем горы, так громко поем. И это набирает много? Да. Рекламу берут? Берут. Много зарабатываешь? Да. Все положительно. Владик, ты контент сама придумываешь? С сестрой. С сестрой? А как быстро вы набрали столько? 2 года. Ты знаешь про Рипси? Конечно. Откуда? Каждый день смотрю. Не, ну серьезно. Не. Кто? А что снимаете? Рипси это кто? Это ты, Вот она. 2 сестры. А, Это ты одна. Я Рипси, да. Ты Рипси? Рипси. Это что-то, как Это называется? имя мое. А, понял, думал, что-то псевдоним. А можешь что-то показать? А можешь показать? Пожалуйста. Покажи, Давайте пожалуйста. попросим Да, давай. поаплодировать. Ну что-нибудь. Ты говоришь, что я плохо танцую. Ты снимала видео, из окна я видела. Думаешь, обиделась? Парень, нет. Кто не танцует плохо, тот не рискует. Браво, поаплодировали. Вау! Самый позитивный червяк такой, знаешь. Это ты про меня сейчас, да? Не, ну нет, про танец, не про тебя. Давай с Кариной познакомим. Давай. Карина делает пранки, еще какие-то видео и мистический контент. Не знаю, как для вас, а для меня здесь мистика только одно. Какого хуя эта хуйня собирает так много просмотров, а? Она же ведь еще и зарабатывает на своем контенте. Стойте, если у нее есть бабки, неужели она не может сходить на нормальный маникюр, чтобы ей подстригли ногти, а?
но она решила... Забить огромный жирный болт на эту ситуацию. Ты откуда вообще знаешь, что такие есть, а? У своих одноклассников ты вряд ли это могла увидеть. Еще Карина записывает видео, как она пробует различную еду. Да уж, хорошо, что такие видео не записывает монгол. Не хотел бы я знать, что пробует он. Встречайте, Карина Аракелян. Карин, какой у тебя контент? Написано «Мистика». Да, в основном мистические истории. Я на этом набрала большее количество своей аудитории. Всем большой привет, ребята. Меня зовут Карина, и я объявляю неделю страшных историй. Я наслышала эти стуки и поняла, что это был настоящий стук, когда заколачивают гроб гвоздями. Страшные мистические истории. Ты это расскажешь на камеру? На камеру, Ты говоришь, да. я шла по лесу. Нет, просто у меня один Я раз ударила произошла топором реально его. страшная история, которой я поделилась Расскажи с своими самую зрителями. страшную сейчас. Все настроились. Давай. Максимально страшная история произошла с моим близким другом в лагере. Когда я находилась вместе с ним в одном месте, ему стало очень плохо, и он решил все-таки сбежать из этого места, потому что он слышал непонятные звуки, ему было стрёмно и не по себе, потому что... Мне нужен сатанист. Мне нужен сатанист, реально. У Карины, Нет, у Карины истории... 2 миллиона на Ютубе и 1 миллион в Инстаграме. Да, ну, это вот... Я не знал вообще как это возможно? про мистический Нет, первая мистическая Давайте история, забаним которую ее, я не знаю. рассказала, это история о гибели друга в зимнем лагере. Я сейчас попыталась ее вспомнить, но так как я снимала Это правда видео... или нет? Правда, правда. То есть истории, которые... То есть ты вот так покрасишься, типа там специально? Нет, да? не крашусь. Нет, просто у меня есть своя фишка на фоне красных штор, что-то там, я не знаю, затемнить, сделать, Да. чтобы было... Атмосфера. Да. И просто Более- рассказываешь историю, нагнетая тучу под Да. музыку. Там, И да? многим детям это очень нравится, и... И они в школу не ходят из-за тебя. Ну, я не знаю, у кого как. Однажды в школе учительница убила его. Завтра Я поняла, умрет. что это мое. Тебе сколько лет? Мне 16 лет. Достойно. Сейчас много, кстати, подписок друг на друга появится у миллионников, знаешь, такие, да, познакомились. Блин, жалко. Я уже заколебалась с кем-то. Ты поешь? Да, я пою. Еще одна мелкая блогерша Арина Данилова. Хотя, судя по подписчикам, эта мелкая довольно-таки крупная. У Арины на YouTube есть шоу, которое называется «Гляделки». Суть шоу в том, что нужно смотреть друг другу в глаза и не отводить взгляд. Не отводи взгляд, пожалуйста. Но мне кажется, самое сложное в этом шоу не отвести взгляд, когда ты смотришь эту херню. Если они хотят, чтобы это шоу было интересным, пусть пригласят туда Билла. Этого идиота точно хрен пересмотришь. Сука! Я все понял! Из-за того, что на ЕГЭ ввели систему видеонаблюдения, каждый мелкий теперь автоматически блогер. Ну, радует одно, что в этом выпуске гости по уровню развития не отличаются от Эдварда Билла, и ему сегодня будет комфортно, как никогда. Ну что ж, давайте послушаем, что расскажет о себе 15-летний блогер-миллионник, пока я вместе с вами буду кусать себе локти и тихонечко себя ненавидеть. Ставьте лайки. Встречайте, Арина Данилова. За какой период ты набрала своих подписчиков? Я уже веду свой канал 5 лет, до проекта «Голос дети», я там участвовала. У меня набралась какая-то аудитория первая, и после этого мы начали снимать всей семьей. У нас собралась команда. Да, мне помогают родители. Олег. Подожди, у тебя 1,5 миллиона в Инстаграме и почти 2 миллиона подписчиков в Ютубе. Да. Ты только поешь? Нет, я снимаю шоу. В данный момент мы снимаем шоу вместе с командой, у меня появился менеджер, в общем, все классно, и мы снимаем уже 2 шоу, которые набирают очень много просмотров. Тебе 16 лет. Мне 15. У нее уже команда и 2 шоу. Тебе 24, ты до сих пор оператора, лысую гниду не можешь его трудоустроить никак, он у тебя делает все. Я на Авентадор коплю, давай не будем. Да, конечно. Кстати, может быть, было бы интересно действительно что-то снять на тему того, что у меня действительно бюджет шоу 0 рублей. То есть мы... Как у Соболева. Подожди, а в чем шоу? Формат Но какой? качество другое. А формат какой? Формат развлекательный, контент. То есть у нас есть рубрики социальные, то есть где я беру интервью у разных людей со сложными судьбами, девушка, которая переболела анорексией. Я знаю, как много подростков, особенно девочек, болеют анорексией. Вообще это заболевание не тела, а головы. То есть очень много мы разбираем, мы стараемся работать на разную аудиторию, то есть социальные проекты для более взрослой аудитории, а развлекательный контент, там, «Свидание вслепую», «Гляделки»,
переделки, они для вот ребят моего возраста, может, чуть младше. Первый вопрос. Было ли такое, что ты рекламировала что-то, что тебе не очень нравилось, но соглашалась, потому что хорошо платили? Нет. Почему мне в лицо суют вонючий лучок? Допустим, тебе бренд косметики предлагал сотрудничество, а потом он тебе разонравился, или ты в нем разочаровалась? Накинув тебя лук. Да, и я на него не посмотрела. Это ты все сама с командой придумываешь? Да. А сценаристы есть какие-то авторы? Ну, мы все вместе дорабатываем, мы все вместе как бы генерим идеи ты мне каждый платишь, день. да? Ну, у нас есть менеджер, который зарабатывает процент, я тоже зарабатываю процент. Все мы как бы... Ты можешь сказать примерные цифры, сколько ты зарабатываешь в месяц? К сожалению, я не могу назвать точную цифру, потому что я ее просто не знаю, потому что до 14 Тогда тебя лет... будут обманывать, лучше тебе разобраться. Поверь. Не, я понимаю, да, у меня есть какой-то бюджет свой, но... А рекламодатели у тебя какие обычно? Что это за компания, направление? В основном это бренды косметики, в основном это вот что-то для девочек. А где их найти? Они не пойдут к тебе, забудь. А что? Тебе только букмекерские ставки. Нет, не только. Не И только, MLM. у меня еще есть TC. Представляю, Эдик рекламирует такой. Литуаль. Не, ну а что шампунь? Фингалом такой. Да. А фингал я могу замазать вот этой вот. Черная тушь для бровей. Да, что, прикол. Сколько у тебя набирает на YouTube в среднем просмотр? Шоу набирает в среднем 2 миллиона, 1,5 миллиона, где-то так. Да Ну, в ну, среднем. да хорош, есть, серьезно? вот с Кариной Ракелян у нас есть выпуск, который набрал 4 миллиона или 5 миллионов. 5 миллионов, да. Спасибо. Кто, кстати, смотрел когда-нибудь вообще, кто знает? Кирюх, мое давай лицо? менять вопрос. Ты смотрел? Кирюха Спасибо, Сарычев. самый лучший. Мы, между прочим, да, с Кириллом обсуждали, какой вообще контент снимать. Кирюха советовался, на какой контент перейти. Я включил ее YouTube-канал и смотрел, что они снимают. И мы вместе смеялись, и как мы расстались с кем там? С Мишей. Как мы расстались с Мишей, как мы помирились с Мишей. И там 2 миллиона, 3 миллиона. И я такой стоял, я говорю, я, значит, мастодонт, на тебя показывают. Ты, говорю, вот это вообще дедушка уже Ютуба. Тем, это как его, мамонт. Действительно новое поколение. И мне очень приятно смотреть, что... Они светлые, они позитивные. светлые, живые, насколько умные, и как на камеру работают. Да. И они не Просто боятся, они не никто боятся. зажатый, никто не зажатый. Надо станцевать, станцевал, надо спеть, спел. Вообще, просто, один позитив. А скажите, пожалуйста, вот у вас есть кто в респекте именно? Вот, типа, я не знаю, Самый лучший Амир, из всех, или да. Ивангай, или там, я не знаю, Из Влад блогеров? Бумага. Да, Из вот, блогеров? ну да, кто вот у вас там. Вообще сейчас А4 самый топ. Всем привет, меня зовут Влад А4 и добро пожаловать в новое видео. Конечно, ролики снимать я люблю, но суши я просто ненавижу. Подписывайтесь на канал! По активу, типа, он считается самый лучший, реально. Подожди, вот А4. Один из. А4 вам нравится? Бумага. Вот кому нравится, можете понять? Тебе нравится. А Влад Бумага нравится? Так это то же самое. А, да? Извините. Влад Бумага А4 крадет с Запада. Только что Карина Ракелян пустила эту мысль. Нет, просто все об этом говорят. Просто все об этом говорят, и все это знают. Спокойно. А Амир нравится то, что делает? Вот в таком виде я их положу куда-нибудь. Вот сюда вот. Мы лишим голые, масло презервативы, что-то делаем под одеялом. Амир, ты из этих, что ли? Что? Почему здесь презерватив, почему голые? Амира, я еще год назад, он недавно взлетел. Вы понимаете, что это молодой дневник? Это юный дневник Хача, один в один. Я тебе говорю, год Ему 15 назад, я когда начинал снимать пранки, реально, он мне писал под комментарием... Говно. Не говно. Ему это нравилось, он писал комментарии, смотри, что я снимаю, скидывал мне эти видосы. Я говорю, дрочь, фу, сразу. И через год я узнаю этого типа. Я говорю, По 1,5-2 миллиона просмотров. Да, я говорю, да ну нафиг. Реально, просто. Я с ним был, вот я его видел, у меня было 200 тысяч на канале только. Я только начинал взлетать, а он только начинал, им просто один на телефон снимал в плохом качестве, что-то рассказывал кому-то, какие-то игрушки показывал. Знаешь, я говорю, да нет, это нереально, не взлетит, не 100% не взлетит. Включил профессионала. И это просто взрывает, короче. И сейчас у нас с ним выпуск на «Свидание слепую» на 3 миллиона, по-моему, зашел. То есть Прикинь. это вообще, я тоже... А объясните мне, если YouTube становится ванильным, почему контент Амира проходит, он там целуется, и он несовершеннолетний? Это что за бред вообще, не понимаю. Ну, может, им можно? Нет, кто целоваться может можно. объяснить? Я когда сюда ехал, я не знал, кто это, посмотрел видос, он там лежал в кровати с девчонкой, и парень заходит и презики показывает. Прикинь, и так пушка далее. какая, И да? это пушка детский контент. Это провокационное, это как бы поведение, щас которое просто- вызывает интерес. Людям интересно там про деньги, Им интересно смотреть на людей, которые привлекают внимание. наблюдать за жизнью, сколько они зарабатывают, во что они одеты. Это сейчас настоящий Богатые тренд.
Ему 15 лет, куда родители смотрят? Зачем Я они не туда знаю, может быть, им нравится то, что он как-то развивает Просто свою родителям медийность всё равно, тем и самым. всё. Амиран. Возможно, им все равно. Непонятно. Родителям просто все равно не следят, он вообще сам свалил куда-то, вроде не живет с родителями и все. Нет, а хорошо, почему YouTube это не блокирует? Это спорно. Есть просто Многие много детских блокируют каналов, ролики, которым кстати. отключают Многие, кстати, комментарии. блокируют. То есть Да, мне в конечно. художественных целях в фильме, где мы показали фалос, мне 18 Потому плюс что тебе прилетело, сразу дали- а ему 15 лет, он несовершеннолетний, он презерватив Потому показывает, что он- в постели лежит с девчонками, это нормально. Потому что он типа жизнь показывает, а ты шоу снял. у нас Я что, не кино жизнь? снял, художественный фильм. Почему выдумка? Это Если ты в жизни с фалосом бы ходил бы, тебе не дали 18+. Офигенная логика. Когда делают образ, например, снимают дорогущую квартиру в Москва-Сити, Это показывают всё их как Типа будто... его. Аренда Да, просто. типа его Аренда. квартира. Он показывает детям интересно, они реально в это верят, то, что вот это А вы их стараетесь квартира. трушный контент делать или главное, чтобы Да, залетел? трушный, всегда трушный. Честный. Да. Всегда честные Да, видео. всегда честный. Ну, то есть у меня не... Ну, естественно, А мы пранки, иногда кстати, мне следуем- интересно, Карин, у тебя настоящие пранки? Настоящие пранки. Прям все? Все пранки. Обалдеть. Я, Ил то же пранки? самое говорит, но у него все по У меня тоже пранки есть какие-то? естественно, да. Ну, пранки На у меня... улице? Нет, не на улице. Пранки над я люблю сестрой, снимать. над братом, да? Цирк вот этот. Это правда? Это реально цирк. Да, Но это правда. надо, знаешь, самое сложное постанову снять. Вот Это у меня самое есть сложное. ролик, где... А ты снимаешь постановы? Да, с бомжами. То есть это не настоящие бомжи? Не, они настоящие. Нет, это настоящий Просто бомжи, он но по заранее договоренности. подходит им говорит. И очень много моментов в моих пранках, которые не видно, что это постанова. Реально, с людьми просто подхожу, жесткое что-то, это постанова. Многие не понимают этого. Говорят, да ну нафиг, он что, реально так кошмарит? Мы договорились, дал ему 1500, он поехал на такси домой, допустим, не на автобусе. Вот и все. Этого не видят люди, потому что я подготавливаю этих людей. Бомж поехал домой, интересно. Возьмем видео, где вот у тебя в профиле с Лизой, где ты кричишь, и она просыпается, либо вздрагивает во многих моментах. Это Просто мне сейчас постанова. скажи. Постанова. Честно. А почему ты до этого сказал все видосы? Я имела в виду ролики на моем канале. всё, я понял. Да. Тогда У меня просто- есть ролик, который набрал 6 миллионов просмотров и прибавилось около 500 000 подписчиков, где я сплю в постели с парнем, пранк над мамой. Карина? Карина, это что такое здесь? Мама! Что это? Мама! Ваня, просыпайся. Капец, это что такое? Что здесь происходит? Мам, я не знаю, ну типа это не то, что ты подумала, ну... Мама просто заходит в комнату, видит лепестки роз, Вообще бутылку жесть. вина, не заблокировали. А я где-то видел Не- в рекомендациях эту тему. Видел? Да, Это реально, да. очень Дис зашло. поставил, ага. Да, я не ожидала такого. И не заблокировали. Нет, я И не это ожидала есть канал такого. сейчас? Это есть. Сейчас на канале самый Я кину популярный тебе ролик. жалобу. Спасибо. Шучу, ладно. Это шутка. Я ни разу не кидал жалобы никому, вообще никогда. Я даже лайки... А, нет, лайки ставил. Дизлайки не ставил. Портнягин кидал, 100%. Мне кажется, Олег каждое утро просыпается, жалобы просто пока не погибает, чтобы не почистил. Мирон, можно тебя спросить? У тебя есть девушка? Сейчас нет. Смотри, у Арины есть шоу «Свидание вслепую». Тебе было бы интересно прийти на шоу Она же Карины? ребенок. Да, она снимает шоу, но она снимает с подростками. Но было бы тебе интересно прийти на шоу и посмотреть, как строится изнутри шоу, ну, бюджет которого 0 рублей. Название было бы «Свидание И мы с педофилом». Я в качестве кого буду В там? качестве главного героя, и ты будешь искать А девушку. кто будет из девушек? Ну, взрослые девушки. Совершеннолетние. Мы, конечно, само собой. Как Но «Хочу невесту» Просто я- как интересный опыт. Ты смотрела это? Конечно. Кто смотрел «Хочу невесту»? Ух, все смотрели. А зачем вы смотрели? Чего ты снимал? Там были Чтобы- фавориты. Просто я вам приведу пример, расскажу. В «Хочу невесту» кастинг проводили мои самые близкие друзья. Один из них сидит здесь. Я специально не выбирал, потому что мне сказали мои друзья, ты подбираешь таким образом, что ты потому что не хочешь. Давай мы тебе подберем хорошую девчонку. Да, На но кастинг выбирали из его записной книжки. Он говорит, вот смотри, я Не, такой, о, неправда. это точно нет. И самых лучших вот выбрал. И вы честное видели, слово. что они мне выбрали. То есть, если не будет то же попробуем. самое, я готов поучаствовать. Но они Будет должны быть круто. совершеннолетние. Конечно. А я вообще не знаю, кого вы выберете. Именно, Интересно. именно. Если это один человек, у нее есть выбор. А Забрать пожелание деньги. хотя бы можно сказать, там, брюнетка? Ну, там, ты можешь, да. типа. У нее будет выбор. Забрать деньги или пойти с тобой на свидание. 5000 рублей или 5000 рублей на свидание? Да. А что так мало? Так, надо увеличивать бюджеты. А девочки изначально знают о том, что они идут на шоу, где один человек будет Да. из них троих выбирать. Да, И они соглашаются? Очень много заявок. Арина, а скажи, твоя аудитория не задизлайкает тебя, что ты привела какого-то старого хача Вы непонятно? серьезно? Она же не Все знает. уважают. Она же не смотрит меня. Почему?
Твоя аудитория моя да. смотрит. Мы обдумаем. Нет, я согласен. Амиран, Мне интересно. Амиран, Новые коллаборации, а ты друзья. считаешь вот такое шоу и шоу свое компетентным? Вообще то, что девушка согласна прийти, и чтобы из нее, из количества других конкурировать с остальными, чтобы из них, из общего количества выбрали только одну, и ее выбрали, когда они строятся все вместе? Ну, я к этому в первую очередь отношусь как к шоу. Как шоу. Да, если Олег. мне там кто-то понравится, Олег. если мне кто-то понравится, я уже на полном серьезе там буду уже а вне ты типа не шоу думаешь общаться. взаимоотношения с девушками, ты говоришь, что вообще там одно из первых, чтобы она хотя бы ценила Интересно. себя. Интересно Интересно было. и ценила, хотя бы знала Да. себе цену. Как девушка может знать себе цену, если она Ты знаешь, идет... прийти на любое шоу, это уже, пытались. кстати, некий фильтр, я тебе скажу. Олег! Это уже непросто. Смотри, в конце у девушки есть выбор. Она либо во время выпуска она понимает, кто такой Амиран, и понравился он ей или нет. И в конце у нее есть выбор. Либо забрать деньги, либо пойти на свидание. То есть она не как вот, то есть как ты сказал, а наоборот, у нее тоже есть выбор. То есть все равны. Не, я тебе говорю про изначально, то, что она пошла, и она знала, что я буду стоять с тремя, и меня одну могут выбрать. А в чем проблема-то? Я понял. Не, если прийти туда ради бабок, тогда девочка молодец. Многие смотрят, я сам с Ташкента, как бы. Первые люди, вот, допустим, в магазинах покупают себе новые телефоны, и первым же делом, кто не разбирается в телефонах, просят, подпишись мне на Хача, подпишись на Эдварда Билла. Действительно, там по городу слышишь чи, да? Это Чего люди покупают телефоны? Вот покупают телефон, ты покупаешь новый iPhone и говоришь, закачайте мне программы и подпишись, пожалуйста, первым делом на дневник Хача. А как это? Это аудитория, которая В бои салонах смотрит, сотовой я думаю. связи просят создать канал, подписаться. Откуда он знает да? тогда о нас, если он не понимает, что Не, такое ну он телефон? смотрел на Ютубе, где-то с компьютера, неважно, каким-то образом. Друг он показал воспитанный на человек, да. Ну. И вот при покупке телефона он первым делом говорит, подпишись мне, пожалуйста, на Ютубе, если он не разбирается, мне на дневник Хача. Мы напишем в Apple, попросим, чтобы сразу включили функцию. Амиран, подписку он, в знаешь, он приложении имеет в Тела. виду то, что, типа, твое шоу настолько все знает. Я, короче, сейчас 2 месяца ездил с американскими правами со своими, я жил в Америке. И многие из полицейских, типа, не знают то, что можно по ним ездить, если на территории России не больше 7 месяцев. И меня 2 месяца останавливали каждый день. И я каждый день говорю, я к Амирану на шоу еду, меня сразу же отпускали. 2 месяца, В Америке? каждый день. Тут, в России. А прикинь, как я езжу. Да, и каждый полицейский, я говорю, я опаздываю на шоу, Камеран показывал свой аккаунт, он говорит, все, езжай. И все, и так Серьезно? да, 2 месяца так было Вау. сейчас. Честно, я Он тобой пользовался. Ну, круто. Ладно, что, на этой ноте закончим. Я шучу, ребята что-то хотели сказать. Да, ребята, 11 октября у меня будет первый альбом, уже полноценный, музыкальный, и 10 ноября концерт в Москве. Клуб «Москва», приходите. Поздравляю. Спасибо. Кто-то еще может что-то? Можно 5 я скажу? октября. Цена красивая. Приходите, Сольник, Известия Холл, Мия Бойко, Тудротс тоже будут, Миша Литвин, Суба, вас, ребят, тоже приглашаю. Вот Тамерлан тоже с нами в теме. Это наши новые блогеры, молодежь, давайте поаплодируем им. Занеси меня в красную книгу, если кажется странным мой прикус. Но мы дети не небо индиго, не снаружи нет, а внутри да. Я не видела дня и ночи без сна, в этом море миров я волна. Я не видела страх так давно, я на устах моих скоплен слов ряд. Загляни в глаза мне, загляни в глаза, но не замерзай в них. Загляни в глаза мне, загляни в глаза и прочитай о том, что в мире, где нас растили, так много гнили, так мало мира, но я буду сильна о том, что в мире, где нас растили, так много гнили, так мало мира, но я буду сильна о том, что в мире, где нас растили, так много гнили, так мало мира, но я буду сильна. Нас так часто выбирают
Проверяют, словно кастинг фильма. Не похожи на других и значит сразу фрики. Нас так часто видят так, как им внушили фильтры. Но мы те, кто есть внутри, без этой лишней пыли. Так много взглядов ловили, как прокаженные в Риме, надеясь на перемирие, ведь мы давно нелюдимы. Корабль не плывет, если объявлен штиль, и звери не едят зверей. Загляни в глаза, гляни в глаза мне, загляни в глаза, не замерзай в них. Гляни в глаза мне, загляни в глаза. Что в мире, где нас растили, так много гнили, так мало мира, но я буду сильна. О том, что в мире, где нас растили, так много гнили, так мало мира, но